Ну это просто невероятно. Я пытаюсь написать кратко 10 пунктов супер важных. Это будут лучшие советы по тому, как ускориться мастеру. Но здесь столько информации, просто одними тезисами не обойтись. Я не знаю, насколько выйдет это видео. Уже 11 их, а не 10. И чувствую, посижу еще немного, пунктов еще прибавится. Скорость, скорость. Что все замучили из-за этой скорости? Так. И таким образом можно не закончить вообще никогда. Сейчас начнем. Но все-таки настрочила. Получилось у меня 11 пунктов. Дальше я не буду ничего дорабатывать, а выставляю так, как есть. В процессе все равно будет что-то корректироваться, добавляться. Более того, что я все аспекты, как бы я ни хотела, захватить не смогу так или иначе. 11 пунктов для того, чтобы ускориться в работе. А еще долго, а еще скоро, а когда все, а уже все, клиенты ерзают, вы нервничаете. И вопросов об этой скорости просто какое-то невероятное количество. Чтобы навсегда закрыть этот вопрос, я дам несколько правил работы с клиентами, которые однозначно сократят скорость вашей работы. Помним, что даже при соблюдении всех этих правил есть большая вероятность, что вы вообще не ускоритесь или ускоритесь совсем на чуть-чуть, а может быть и вообще станете еще дольше работать. Ничего страшного, главное, не паникуйте и продолжайте работать в вашем спокойном режиме. Помните, что не все клиенты подходят под скоростные техники из-за анатомических особенностей, количества ресниц, качества ресниц, может быть их даже направление. И вы не всегда можете подойти под условия скоростного наращивания, по крайней мере, даже из-за вашего темперамента, например, из-за неправильно оборудованного рабочего места могут быть сложности. Причин огромное количество. Знаете, что гениев, которые наращивают всегда очень быстро, их очень-очень мало. Это буквально какие-то 0,0%, которые можно в статистику вообще даже не включать. Основная масса мастеров все равно плюс-минус работает в одинаковых временных промежутках. Наша задача без тотальных провалов по технике, без тотальных провалов в визуале сделать наращивание хоть на немножечко, но быстрее. Все сказки про наращивание за час – это, как правило, постоянный клиент, редкие ресницы, классический объем, может быть, правильное использование препаратов для наращивания ресниц, для подготовки ресниц, или просто мастер сегодня в ударе, или все эти и другие еще множество факторов везде сразу и одновременно. Дам небольшую подсказку. Главной нитью будет идти красной линией через все мои пункты, через все мои советы. Два главных слова. Не торопитесь. Всегда после каждого пункта просто прокручивайте в голове, что не нужно торопиться. Как бы это парадоксально ни звучало, но чтобы работать быстрее, нужно не торопиться и не спешить. Все, соломки себе подстелила на случай очень гневных и жестких критиков. Давайте начинать. Первое. Прекратите, пожалуйста, опаздывать. Это сейчас не шутка. Реально опоздания очень сильно влияют на скорость вашей работы. Это не автобус сломался, ключ в замке застрял или пробка на дороге. Это вы таким образом приучили себя приходить на работу с опозданием. Поработайте над этим, исправьте эту ситуацию. Представьте, вы забегаете, точнее, в кабинет, уже клиент сидит, вас ожидает. И неважно на самом деле, в каком она расположении духа, ее благосклонность к вам никаким образом на скорость вашей работы не повлияет. Вам нужно забежать, переодеться, помыть руки, подготовить рабочее место, постелить новую простынь, надергать скотча, приготовить клей. Вы все это не успеваете, и время затягивается. Ну как вам такое начало процедуры?
Успеваете за час или полтора? Здесь плавно перетекаем в пункт 2. Готовьте рабочее место заранее. Приходите на работу за 10-15 минут до начала процедуры, не позже, чтобы успеть подготовить все необходимые инструменты и материалы. Проводили клиента, обязательно сразу уберите за ним, подготовьте место для следующего. Чаще всего вы знаете, какой клиент к вам придет, вы знаете его особенности. Будьте во всеоружии. Материалы, которыми вы пользуетесь, препараты тоже плюс-минус всегда одинаковые. Расположите их в непосредственной близости, где вы работаете, чтобы у вас не возникало желания постоянно вставать и закончили на сегодня работу, не торопитесь уйти домой. Сначала уберитесь. Обработайте инструменты, уберите мусор, сделайте влажную уборку и только потом уходите домой. Таким образом, в случае действительно непреднамеренного опоздания, вы придете и ваше рабочее место будет уже полностью подготовлено к встрече клиента. Третье. Рабочая зона не может быть подготовлена без заранее закупленных товаров. Нет ничего хуже, чем внезапно закончившиеся расходные материалы. Конечно, можно выход найти из любой ситуации. Это мы умеем. Нанести ремувер ватной палкой, проткнуть пинцетом старым дно клея, потому что крышка намертво засохла, скотчем приклеить нижние ресницы вместо патчей и еще много-много-много всего. Но помните, что эти внезапные меры, они вас заставляют находиться в состоянии тревожности и нервничать из-за этого. Соответственно, скорость снижается. Это вынужденные ситуации, и они в любом случае будут вас нервировать, если, конечно, вы не работаете так каждый день и не прибегаете к экстренным методам каждый день. То же самое касается ремонта оборудования. Поддерживайте все необходимые вам вещи в состоянии рабочем. Не нужно сидеть в темной холодной темнице на двуногом табуретке. Наладьте систему отопления, купите кондиционер, настройте влажность, купите удобный новый стул. Четвертое. Поменяйте плейлист. Да когда уже закончатся эти дебильные советы? Она что, вообще с ума сошла? Как это на скорость влияет, я не могу понять. Ладно, это тоже не шутка. С такой долбежкой, которую иногда можно услышать в студии по наращиванию ресниц, например, просто можно сойти с ума. А музыка должна быть расслабляющей, мягкой какой-то, потому что вот эти бредовые тексты, которые порой можно услышать из там, условного русского радио, они просто врезаются потом в память, и их уже никаким образом оттуда не выбить. Это ужасно. Поищите плейлисты со спокойной, расслабляющей музыкой. Может быть, на ваш вкус это все дам в письменном виде рекомендации в статье. Может быть, из моего плейлиста что-то вам придется по душе. Просто попробуйте. 5 пункт. Уберите телефон. Те, кому вы реально нужны, подождут. Если это, конечно, не чрезвычайная ситуация. Но чрезвычайные ситуации – это непреднамеренные, это экстренно, это вы не планировали. Остальное все должно быть под вашим контролем. Семью также можно приучить не отвлекать вас во время работы. Просто поговорите с ними и любым удобным способом донесите, какие есть преимущества, когда вы не отвлекаетесь от работы. Задача ведь какая стоит у нас? Нарастить за час или полтора, без фатальных провалов по технике. Поэтому за час или полтора, думаю, что ничего не случится. Туда же и звонки курьеров, объяснение, куда пройти, открытие ворот КПП звонком, заблудившиеся, там, не знаю, курьеры, которым нужно что-то объяснять. Все это отнимает у вас время. 6. Обеспечьте себя удобным рабочим местом и положите клиента тоже очень удобно для вас и для него самого. На скорость наращивания, безусловно, будет влиять ваше пространство, в котором вы работаете. Поставьте себе правильную кушетку, которая будет по высоте вам подходить, регулируемый стул, хорошее освещение. Это все очень важно, и это все влияет на скорость.
Но не забывайте, что не только вам должно быть удобно, но и клиенту тоже. Обеспечьте его всем необходимым. Теплый плед, подушки под поясницу, например, подушка под голову тоже может быть разных форм. Кому-то валик не подходит, обзаведитесь плоской подушкой. Клиенту и вам вместе должно быть удобно. Как правило, клиенты, которые хотят нарастить за час, они сами приходят и убирают все мобильные телефоны, вас не отвлекают, лежат там, спят условно, молча час или полтора. Но если клиент просит за час, но не понимает условия вашей работы, вам нужно ему объяснить, почему вы способны нарастить за час. И там есть определенные пункты, что она должна также находиться в удобном, спокойном, расслабленном состоянии. Про различные дополнительные устройства я не стану говорить, потому что планшеты, устройства для клея, безусловно, это может сокращать время работы в том числе, но это слишком много потребуется времени, и это очень индивидуальная тема. 7. Недавнее мое открытие – это усилитель клея. Однозначно ускоряет процесс работы, и как только там что-то у меня начинает схлопываться, замедляться и медленно схватываться, я сразу вспоминаю, что забыла нанести на ленту ускоритель клея. Попробуйте и вы тоже. Но не стоит забывать о главных этапах. Это предподготовка, обезжиривание, очищение ресниц, умывание клиента, праймер. Спорно, слишком много агрессивной среды. Но эти пункты, первые предподготовки, забывать не стоит, игнорировать тоже. Вообще все споры по поводу того, какой клей рабочий, какой нерабочий, они все остаются на уровне мнений, то есть кому что больше нравится. По большому счету на клее можно работать абсолютно на любом, исключая, конечно, если у вас или у клиента аллергическая реакция. Но это настолько маленькая вероятность. Как правило, все проблемы, которые возникают при работе с клеем, они достаточно легко корректируются. 8 пункт. Работайте с глазами по очереди. Статичное положение головы клиента, тела клиента и вас однозначно будет выигрышнее, чем работать на оба глаза сразу. Вы не совершаете никаких лишних движений. Вы садитесь удобным образом, вы перемещаете взгляд только в пределах одного поля. Таким образом, вы делаете минимум ненужных движений и не отвлекаетесь. Завершили первую часть работы, переключаетесь на вторую часть. И никуда не торопитесь. 9. Это каркасная техника заполнения. Здесь это тоже максимально выигрышная позиция для скоростного наращивания, потому что можно в таком случае заполнять равномерно все ресницы. Если ресницы очень густые, вы можете смело пропускать самые мелкие, которые только растущие. И если у вас хватит времени после, вы их заполните в самую последнюю очередь. Однако, если не успеете, ничего страшного. 10. Вы помните страшный, ужасный гелевый ремувер, про который все говорят, что от него безумно жжет глаза и все прочее. Кстати, от вашего атравматического, в кавычках, кремового глаза жжет точно так же, как от гелевого. Так вот, вспоминайте про него, доставайте, будем учиться работать. При условии, что у вас правильный отступ, нет жутких склеек и нет тонны клея на ресниц, наращивание можно снять за 4 минуты максимум гелевым ремувером. Главное здесь это натренировать просто это умение. Пошаговая инструкция есть у меня в профиле, можете с ней ознакомиться и посмотреть, каким образом снимать ресницы быстро. Ну а если работу выполнил другой бессовестный мастер, то тут мои советы не потребуются. Бывает снятие, которые можно и по 30 минут, и больше снимать. То есть здесь уже мы ни о какой скорости не говорим, снимаем спокойно и никуда не торопимся. Завершающий 11 пункт. Не пренебрегайте коррекцией ресниц.
Очень давно у коррекции уже испорчена репутация, испортили ее мы, сами мастера, рассказывая своим клиентам, что коррекцию нельзя делать ни в коем случае, после нее все быстрее отвалится и будет все очень некрасиво и ужасно. Это на самом деле неправда. Да бля, Саяна, сука, сбила меня. Коррекцию делать можно и нужно при наличии пенки и гелевого ремувера. Ваша коррекция, наращивание займет немного времени. Самое главное хорошо очистить ресницы и снять то, что отросло. Оставшиеся годные ресницы точно сократят время наращивания. Не считайте такую работу ниже вашего достоинства. Если вы видите, что можно сделать коррекцию, делайте. Вот и все мои советы по сокращению скорости в наращивании ресниц. Как вы видите, они не уникальные совершенно, но они очень эффективные. При условии, что вы исполните все из этих пунктов, либо хотя бы часть, я гарантирую, что ваша скорость сократится. Но чаще всего случается другой сценарий. Советы из интернета просто-напросто не помогают. И такое тоже случается, не расстраивайтесь, ничего страшного. Обсуждать теоретические причины, почему у вас не получается сделать быстрее, это очень сложно. Все-таки я за то, чтобы встречаться и на практике рассматривать детально, какие ошибки приводят к тому, что наращивание длится долго. Только при личной встрече опытный профессионал может заметить тончайшие мелкие детали, которые могут влиять тотально на вашу скорость и исправить их. Вот и все 11 советов. Не благодарите.